Добрый день, друзья! Сегодня я у себя дома, жду гостей. Это мои подписчики, уже ставшие. В первую очередь это были мои клиенты. Еще в далеком 2019 году, по-моему, я делал им мебель. Потом они узнали, что я есть в YouTube. Мы из одного города, Паневиджиса, общаемся, видимся иногда. Они активные ребята, очень активные. Мы вместе даже бегали марафон. Видео об этом есть. В 2020 году мы участвовали в Вильнюсе. И 2 года назад, или в том году, в Паневиджисе был Олимпийский день, который проводили в центре города Паневиджиса. Там мы тоже участвовали, и есть об этом видео. Я позвал их в гости, потому что я сам уже неоднократно был у них в гостях. Решил я их угощать мантами. Манты. Это казахское, татарское, башкирское, узбекское, таджикское, киргизское блюдо. Во всех этих народах это блюдо очень известно и с любовью готовится. Тесто я замесил. Я манты эти делаю вот в данный момент, наверное, 3-й раз за свою жизнь. Салатом будем угощать. Фарш приготовил тоже для мант. Не нарезное мясо будет, а фарш. Как я приготовил тесто, как приготовил фарш. Об этом я буду, наверное, рассказывать в процессе лепки своими руками этих мант. Мантоварка тоже есть, кстати. В Литве ее найти практически невозможно, поэтому я ее заказывал. Привезли мне ее на заказ. Все. Готовлю манты, показываю вам и ждем гостей. Тесто. Рецепт. Много рецептов есть в интернете. Там все, в принципе, просто. Я где-то 400-500 грамм муки взял просеянный, стакан воды. Холодный рекомендуют, замороженный, чуть ли не замороженный. Так и сделал, подержал стакан воды в холодильнике. Яйцо одно, пол чайной ложки соли. Кстати, некоторые пишут, что яйцо не нужно, но я все равно положил. Замесил, в пакетике подержал минут 40. Вот. И давайте посмотрим, как там я видел тоже много таких моментов в интернете, когда женщины готовят и говорят, вот какое тесто. Ну, сейчас посмотрим, как оно тут посередине. А вы в комментариях напишите, кто профессионал, не как я любитель. Ну, вот, в принципе, оно эластичное, что и требуется. Хорошо, я еще помешаю тесто и будем уже раскатывать по форме. Первые мантышки у меня уже получились. Вот, они небольшие получаются у меня. Не знаю, как вам сравнить. Вот указательный палец, они небольшие. Вот такие прямоугольнички у меня получаются, квадратики. По-другому я не умею. Есть варианты. Делают несколько вариантов. Бывает делают квадратики, бывает делают кругленькие эти раскатывают. Но я вот видел, как моя мама делает. И поэтому стараюсь делать так же. В перчатках, конечно, у меня руки не так чувствуют себя, пальцы. Нет такой чувствительности. Почему я в перчатках? Потому что мои руки после работы не очень красиво выглядят. Вот. И чтобы у нас эстетика была не только в мантах, но и во всем, то вот такие мантышки получаются. Вот моя мама делает вот такой форму. Но, скорее всего, побольше она делает. Это уже надо и уметь профессионально делать тесто. Я думаю, все будет окей. Фарш свиной, говяжий по 400 грамм. Картошка. Кубиками вот так нарезается картошка. Обычная, не отваривается ничего. Сырая картошка. Все это перемешивается. Это такой интересный микс, комбо. И петрушечки я положил. Специи, соль, перец, все по вкусу. Естественно, соль. Я привык, что килограмму любого мяса, фарша или еще чего-то, чайная ложка соли. Крупной. Все, делаем дальше. Думаю, что будет очень вкусненько. Наша задача две таких подставочки круглых, чтобы были полными мантами. И нам будет хватит на сегодня. Начинка у мантов может быть разнообразна. Это и фарш, вот как сейчас вы видите, перемешку с картошкой. Это и рубленое мясо, тоже перемешку. Но обычно еще, так как мясо еще используют баранину, и курдючий жир обязательно ложат по кусочку туда, сало. Вот, смотрите, у нас уже сетка готова. Одна сеточка готова, положена. Но желательно, чтобы они друг друга не касались, потому что они потом прилипнут. Вот, одна сеточка готова. Еще одна готова. Вот, две сеточки уже есть. Поставим варить их.
Вариться нужно будет минут 20, ну максимум 30. И все будет готово. Как я понял, что высший пилотаж в мантах, что тесто будет тоненькое, чуть ли не прозрачное, эластичное, оно не должно порваться. Но я этого еще пока не достиг, возможно, никогда не достигну. Я делаю вот так. У меня пока получается вот так. Я надеюсь, что вкус все это компенсирует. О. Ну, все. Гости пришли, можно и отведать. Ай, можем вот так взять, чтобы всем видно было. Сейчас я возьму побольше тарелку, чтобы тогда было, чтобы было видно всем, что всем общее одинаковое. Вот такие пельмени, так скажем. Они же пельмени, они же хинкали. Но это манты. Это манты. Кто-то говорит манты, кто говорит манты. Все по-разному. А для них специальная вот посуда есть, чтобы варить. Там вода наливается, кипит, и это варится на пару. Вот в чем. Мантоварка, да. Это 3 этажа этих. Они разные есть. Есть 3 этажа, есть там несколько. Ну, Вот они прилипают, но это ничего. Кухня. Казахская, татарская, башкирская, узбекская, таджикская. Ну, в Средней Азии, так скажем. В Средней Азии кухня. Но мне такого не сделать, я точно. Ничего сложного. Вот видео посмотришь, Рамонда, и все. И все. И начну. И начнешь. Ничего сложного вообще абсолютно. Я говорю, это же как пельмени, только ну... Тесто надо самому С делать. теста, да. Все там, ничего такого. С этого начинается. Да. С тестом даже, ну да, женщины, многие говорят, я, говорит, с тестом не дружу, бесполезно. Полуфабрикатов не бывает. Не, есть можно купить и сварить, делать там ветчины, но это не то же самое. А по-моему, не то тесто там продают. Там же дрожжевое, там для или слоеное, ну да, доступно. Не те. У нас уже даже как будто здесь остывает. Так, это я наложу себе, поэтому даже наложу руками. Не, все нормально, все хорошо. Потому что они, когда слишком горячие, тоже не очень. Не очень есть. И у них такой, как сказать, есть момент, я только порекомендую, как их кушать, а вы уже сами. То есть их кушать надо руками. Ага. Вот в чем, как сказать. Полчаса Так, назад Раймон, ты там сидишь? Где? По телевизору. Про манты, что ли? Не знаю, Нет, но там- там сказали так, надо прокусить маленькую дырку и выпить. Там эти грузинские, знаешь, Это грузинский, да. как берешь. Да, с хвостиком. Здесь тоже, в принципе, бульон должен быть, но так как я повар такой тоже трехдневный еще только, поэтому там бульона особо нет. Но я и там фарш использовал свиной и еутенос, говядина с картошкой. Так, сметанку надо взять обязательно. Руслан, мы самые лучшие критики. Вот кто самый лучший критик. Он говорит честно и правду. Сколько мы в кафе ходим, Региментус всегда говорит, а мне вот что-то тут вот как-то. Не говори. Эти кривые палочки так к нам прилипли. Ну, вы, кстати, Мы там и ходим. к нам тоже, да, я уже что-то. Ну, сейчас уже немножко разбаловали. Да? Ну, вкус тот же самый, разбаловали, в смысле, клиентов много, не успевает, может быть, или как. Один раз были, я Хлопцы такие. что-то с порциями там, я еле съел, а раньше... Я там не все пробовал, но вкусно все. Давайте садитесь, попробуем первую для этого, а потом... Ну, оператор. Нет, оператор пусть снимает пока, а потом мы... Садитесь, Регина, чтобы... Но берется руками берется. Тоже откусывается, естественно. Нормально. Вот, и обязательно надо немножко сметанку. Щас. Ну вот. Может быть суховато, но я говорю, Руслан, самое главное это домашняя кухня. ну это домашний, да. И вот после каждого кусания желательно вот так смазать, чтобы не хрустело. Вкусно. Очень. Канаус. Ну все, теперь можете вы садиться, молодой человек. А это у нас чак-чак. Ребята тоже первый раз пробуют, мне кажется, да? Если я, конечно, до этого уже не привозил. Рамазан тоже первый раз, типа того. Типа того.
Клубника, спасибо госпоже Зите, у которых я был в гостях в предыдущем видео, где шашлык делал, тандыр. То есть шашлык в тандыре. Все, мы покушали. Всем спасибо. Было, наверное, вкусно. И сытно. Все, пока. Не то слово. Всем пока.